Когда-то по дороге, ведущей на берег Тезы, ездили в свое поместье в экипажах с извозчиком на козлах помещики, а затем и промышленники-фабриканты. Местность здесь очень живописная. Деревня стояла на возвышенности, с которой открывался великолепный вид на Тезинские дали. Деревня Протасиха была небольшой. Лет 50 назад на месте деревни можно было еще увидеть остатки срубов, нехитрый инвентарь крестьянина, старые лопаты, грабли, ведра, кастрюли. Потом лес стал наступать, и со временем деревня заросла. Почему же это место в народе называли Протасихой? Название пошло от прежних владельцев этих мест, помещиков Протасьевых, которым и принадлежала деревня Тимофеевка. После построения церкви сельцо превратилось в село Преображенское по названию храма. Кстати, статус сельца получала деревня, в которой находилась барская усадьба. В первой половине XIX века здесь была усадьба с парком. До сих пор лежат здесь развалины каменных построек, где явно просматривается необычный для русской глубинки готический стиль. Стоят въездные обелиски с кирпича, усматриваются островки парковых аллей, заросшие тиной пруды, старые дубы и тополя, возвышается усадебный храм. И это все, что осталось от поместья. Каменная церковь Преображения Господня по проекту архитектора Рейма построена в стиле неоготики, характерного для рубежа XIX-XX веков. И она являлась частью архитектурного усадебного ансамбля. Протасевым также принадлежало соседнее село Южа, в котором тот же архитектор построил для них фабрику. В 1859 году Вязниковский помещик Иван Александрович Протасев приобрел Южу у Нарышкина. До этого в приданное за женой Марией Евлампиевной Кашинцевой он получил обширное владение в Вязниковском уезде Владимирской области, в частности село Преображенское, в непосредственной близости от села Южа. От брака с Марией у него было 4 дочери и 4 сына. Иван Александрович Протасев, 1802 года рождения, начал службу под прапорщиком в Бородинском пехотном полку в 16 лет. В 17 лет получил первый офицерский чин прапорщика. В 19 лет Протасев вышел в отставку поручиком, а в 25 лет занимал должность депутата Рязанского губернского дворянского собрания. Затем, после женитьбы на Кашинцевой, Протасев перебрался на новое место жительства во Владимирскую губернию, в город Вязники. В разные годы жизни, в общей сложности 7 лет он занимал должность уездного предводителя дворянства. Имел награды, в том числе орден Анна на шее 2 степени, и состоял членом аристократического английского клуба. Помимо службы по выборам дворянства, Протасев занимался предпринимательской и хозяйственной деятельностью. Протасев держал винные откупа, выкупив их у другого помещика Кошелева. В то время государство разрешало покупать частным лицам, в том числе и помещикам, право производства спирта, хотя это было монополией государства. Основными потребителями продукта были крепостные крестьяне, а в деревне в то время появлялось по одному
2 кабака. Вот что писал Кошелев в своих записях. «Освобождение мое от откупов произошло неожиданно и оригинально. В феврале 1848 года я приехал в деревню, и меня посетили приятели. Последний был моим товарищем по 2 моим откупам, по Зарайску и Егорьевску. Держал я еще Коломну, Ряжск, Сапожок и Спасск, что в Тамбовской губернии. Вечером я выразил своим гостям сильное желание покончить с откупами. Протасев даже засмеялся надо мной и сказал, что откупа мне сильно надоели. Вскоре после того мы разошлись спать. А к 9 часам утра к чаю пришел Протасев, и в течение дня все было улажено. Затем в марте и в апреле последовали фактические передачи откупов, и к 1 мая я был окончательно от них освобожден». Жесткая политика помещика Протасева выражалась не только в хозяйственной деятельности, но также в отношении крестьян. Сохранились записи старожилов о воспоминании о том, что Протасев насмерть замучил старика и девушку. Среди помещиков стали ходить слухи о грядущих реформах Александра II. Таким образом, Протасев лишался рабочей силы. Свои капиталы он вкладывает в перспективную текстильную промышленность. Купив также у Нарышкина соседнее имение Вьюжа, Протасев осушает болото, превращая его в озеро Вазель. На берегу этого озера выстраивает 3-этажный корпус бумагопредельной фабрики на 16 тысяч веретен. Крушение бизнеса Протасева связано с началом гражданской войны в США. США был основным поставщиком хлопка для текстильного производства Протасева. Попытка перевести бизнес на азиатский хлопок не увенчалась успехом. Терпя убытки, помещик продает свой бизнес с имением в придачу крупному торговцу и ростовщику Осигриту Яковлевичу Балину за 320 500 рублей. Род Протасевых-Кашинцевых завершает эпоху помещичьего мироустройства в здешних краях. Реформа по отмене крепостного права стала гранью между 2 эпохами – феодализмом и капитализмом. Земли начинают переходить в разные частные руки, а особое значение приобретает промышленность и рабочие поселения. Осигрит Яковлевич Балин приобретает поместье в 1870 году. Он коренным образом перестраивает усадьбу и расширяет парк, сохраняя при этом общую планировку. В центре усадьбы он выстраивает деревянный дом в стиле эпохи Ренессанса. В Юже новый хозяин рядом с предельным корпусом выстраивает ткацкую фабрику. А на противоположном берегу озера Вазель возникает рабочий поселок с народным домом, богадельней, больницей и домами-казармами для рабочих.